Шокирующие масштабы потерь, больше, чем во Второй мировой. Официальные заявления, закрытые данные. США готовятся к войне с Россией, и уже известно, на что делают ставки. Срыв крайне важного саммита НАТО, переговоры под угрозой. Союзник ударил по РФ, Кремлю не до этого, как так? Россия уменьшается на целый регион. Известно, кто первый в очереди на выбывание и что происходит. Один из главных политиков Канады упирается и не хочет садиться в свое кресло. Как такое возможно? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп напрямую угрожает Путину. Президент США опубликовал жесткое заявление в своей соцсети Truth Social, в котором дал понять, все прежние тормоза сняты. По словам Трампа, только его сдержанность спасала Россию от катастрофы. То, чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно случились бы по-настоящему плохие вещи. И я имею в виду очень плохие. Он играет с огнем. Похоже, линия терпения Трампа к Кремлю подходит к концу, и теперь он дает понять, за новый раунд агрессии реально может последовать удар, от которого Россия не оправится. Это не просто предупреждение, это прямая угроза. Шокирующий масштаб потерь. Спецпредставитель Трампа Кит Келлогг заявил, что потери в украинской войне превысили потери США во Второй мировой. По его словам, погибших и раненых у обеих сторон уже 1 200 000. Штаты уже получили от Украины список условий для мирного соглашения и ждут аналогичный перечень от России. Неделю назад россияне заявили, что готовят меморандум о мире. Мы уже получили документ от украинской стороны и ждем российский. После сравнения новая встреча. Мы предлагали Ватикан, но Москва отказалась. Теперь возможной площадкой называют Женеву. И именно там могут собраться Трамп, Путин и Зеленский, чтобы согласовать условия и закончить войну. Очередные свидетельства массовой гибели российских солдат в Украине всплывают практически ежедневно. За последние 3 года Министерство труда заказало более 300 000 удостоверений для членов семей погибших военнослужащих. Об этом написала Верстка на основе данных портала госзакупок. США готовятся к войне с Россией и делают ставку на север Европы. Пока Трамп сомневается в нужности НАТО, американские военные без иллюзий. На шведском острове Готланд, всего в 300 километрах от Калининграда, морпехи США уже тренируются запускать ракеты, а британские десантники высаживаться ночью в лесу. Север Европы и страны Балтии превращаются в полигон на случай большой войны. Расширение НАТО на север также облегчило для НАТО переброску подкреплений в страны Балтии в случае военного кризиса или конфликта в этом регионе. Вся логистика, системы связи, Хаймарс, дроны и медэвакуация – все отрабатывается, как будто конфликт – дело времени. Новый фронт на севере не гипотеза, а сценарий, к которому уже начали репетиции. К слову, Трамп может полностью снять ограничения на удары Украины по территории России, введенные при Байдене, сообщает Киевпост. По словам источников, президент США начал понимать, что текущая политика не приближает Москву к переговорам. Вопрос усиления давления на Россию поднимут и на встрече США с Германией уже на этой неделе. Новая жизнь старым вещам для защиты жизней. Пахнет рыбой, спасает от дронов. В Украине уже начали использовать необычную, неожиданную защиту от беспилотников, изношенные рыболовные сети из Дании и Швеции. Их пропеллеры запутываются в волокнах, и беспилотники падают, не достигнув цели. Волонтеры из организации Operation Change уже привезли на фронт сотни тонн таких сетей. Черт, этот запах надолго останется с нами. Да, воняют, но спасает жизни, шутит координатор. Сети натягивают над позициями, дорогами и техникой. Простое решение для огромной угрозы. К слову, благодаря профессиональной и слаженной работе украинских воинов с начала этого года было уничтожено и повреждено почти 6 000 артиллерийских систем оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Очередной урок кремлевской логики преподнес шеф российской дипломатии. Автор цитаты «Россия на Украину не нападала» в очередной раз показал свое мастерство во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой. Наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский
его хунта прекрасно знают, за что они получили. Нападение на языке Лаврова — это ответные удары, а жертва агрессии — это преступник. Как вам? Срыв саммита НАТО. Альянс балансирует на грани из-за конфликта Трампа и Зеленского. Генсек НАТО опасается, что июньский саммит в Нидерландах может закончиться провалом, пишет Нью-Йорк Таймс. Причина — жесткие разногласия между Трампом и союзниками по Украине, а также личный конфликт с Зеленским. Трамп отказывается вводить жесткие санкции против России и больше не поддерживает расширение НАТО на восток, несмотря на прежние обещания Франции, Германии и Британии. При этом Белый дом уже предупредил Европу: сокращение численности американских войск на континенте — вопрос решенный. Формат участия Зеленского в саммите пока под вопросом, как и то, удастся ли избежать открытого раскола внутри альянса. Союзник бьет по РФ. Азербайджан пошел в лобовую. Конфликт между Баку и Москвой, еще недавно позиционировавшими себя как близкие партнеры, надежные друзья и союзники, не только не утихает, но и обострился до предела. В Азербайджане заблокировали сайт российского телеканала «Царьград», назвав его рупором шовинизма и клеветы. Поводом стали оскорбления в адрес президента Алиева после визита в Баку украинского дипломата Андрея Сибиги. Сайт почти ежедневно публикует ложь, оскорбления и инсинуации в адрес Азербайджана, его народа и руководства. Достаточно вбить слово «Азербайджан» в поиск, чтобы увидеть системную кампанию с использованием и унизительными карикатурами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, публично заявил о поддержке Киева и подчеркнул, что Баку всегда признавал суверенитет Украины. Но и это не все. Азербайджанские спецслужбы задержали на территории России гражданина РФ Захириддина Ибрагимова и вывезли его в Баку. Там его обвинили в работе на армянские структуры и призывах к сепаратизму, а после беседы в СГБ он дал признательные показания. Москва молчит, как будто похищение граждан и блокировки патриотических СМИ — это что-то обыденное. Союз рушится и трещит громко. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с нами, и продолжаем. Голландские спецслужбы раскрыли масштабную операцию. Хакерская группа Laundry Bear, связанная с Россией, взломала сети полиции, НАТО и других структур по всей Европе. Они проникли в цифровое сердце европейской безопасности, имели доступ к перепискам, базам данных и оборонным разработкам. По данным расследования, с 2024 года группа вела кибершпионаж против оборонных предприятий и искала данные о поставках оружия Украине. Кибератаки на голландские учреждения – это не локальный инцидент, а часть глобальной угрозы, направленной на подрыв стабильности и безопасности в Европе. Это был не просто взлом, это была разведка в режиме реального времени. Хакеры долго действовали незаметно, пока не были случайно обнаружены минувшей осенью. Неожиданно в Канаде избран новый спикер Палаты общин, и он отказывается садиться в кресло. Как так? После избрания он буквально упирается, а премьер-министр и лидер оппозиции вынуждены его подталкивать к креслу. Звучит как фарс, но за этим мрачная история. В средневековье спикеры британского парламента рисковали головой, передавая монарху плохие вести. Тогда к креслу вели как на казнь. Сегодня это ритуал, но он до сих пор подчеркивает, насколько опасной и ответственной была эта роль. И вот почему даже сейчас садиться в это кресло не хочется. Не то что где-то, там наоборот с этого кресла не отковырять. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло держусь за эту власть. Сила моя в том, что я не уцепился за кресло и не держусь за него посиневшими руками. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду. Россия уменьшается на регион. Бурятия горит и задыхается. Там настоящий ад. Огонь вплотную подошел к домам. Пепел лежит на огородах, а воздух стал опаснее сигарет. В республике 34 пожара на площади почти 20 тысяч гектаров. Это как если бы одновременно вспыхнули 3 Москвы.
Люди собирают вещи, молят о помощи и готовятся к бегству, но помощи нет. Спасатели сражаются втрое меньшими силами, чем нужно, а глава региона в последний раз вспоминал о пожарах, когда поздравлял пожарных с праздником. В Кремль доложили, и достаточно. Россия сгорает, и никто не тушит. На огонь же, как известно, можно смотреть вечно. Только взялся за яйца, как картошка исчезла. Владимир Путин мог бы повторить бессмертный перл Александра Лукашенко именно в такой редакции, ведь накануне оказалось, что в сверхдержаве начинается и дефицит картофеля. Встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь. Хозяина Кремля эта тема забавляет, а вот подчиненные вынуждены идти на отчаянные меры. Из Калининградской области уже запретили вывоз картошки после ее отсутствия и скачка цен в 1,5 раза. Но уже появился мастер-класс по мгновенному импортозамещению прямиком из Кремля. Надо настойчиво это делать, долбить, и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата. В понедельник Владимир Путин требовал от отечественных олигархов агрессивнее выходить на зарубежные рынки, а с их зарубежными конкурентами обещал бороться привычными для себя методами. Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Много говорилось про импортозамещение, но наблюдательные комментаторы заметили, что говорилось это в бездуховный микрофон немецкой фирмы Bosch. В Кремле заметили язвительные комментарии уже во вторник во время другой встречи. Никакого импортного Bosch перед Путиным не было. Ну как не было, кремлевские клерки просто взяли другой ракурс. Путин не киборг, это не шутка, это официальное заявление главы РФ. Он развенчал все слухи. Во время обсуждения идеи делать предложения через госуслуги Владимир Путин неожиданно заговорил о личном. По его словам, кто-то из близких недавно назвал его киборгом, и это его, бедного, обидело. Но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции. Мне как-то было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Я сказал, ну ты киборг. Это не очень приятно, чувствовать себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю. При этом идея цифрового предложения руки и сердца примерному семьянину вроде бы нравится. Экономит время, говорит, но, цитата, нужно создавать условия для общения. Что ж, если Путин не киборг, то кто? Ваши ответы обязательно ждем в комментариях, пишите, все прочтем и все увидят. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.